Всем привет! Мы снова вместе и мы продолжаем наше с вами онлайн обучение. И сегодня мы продолжаем говорить о таком ударе, который называется скорпион. У нас с вами уже было 3 занятия по этой теме. На первом мы разбирали базовое выполнение, рассматривали, что это за удар, как он выполняется и какие нюансы в технике его выполнения присутствуют. На втором занятии мы разбирали исполнение скорпиона в атаке. И мы говорили о том, что как правильно выполнить этот удар в связках йопчаги скорпион, в связках долиочаги скорпион и в связках гориочаги скорпион. То есть у нас было 3 связочки, и этих 3 элемента мы разбирали. Следующее занятие, это было 3-е занятие, мы с вами разбирали, как выполнить скорпион из клинча. Соответственно, мы говорили о том, как его сделать с разворотом, как поставить ногу, как выйти и как выполнить все это дело. Сегодня мы продолжаем разбирать работу скорпиона из клинча. И если в предыдущем занятии мы с вами говорили про работу в открытой стойке, то сегодня мы будем говорить о том, как выполнить скорпион из клинча, работая в закрытой стоечке. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит. Хорошо. Вы только что могли видеть, как выполняется данный удар в положении закрытой стоечки. Но, возвращаясь к предыдущему занятию, поскольку наша помощница ног не имеет, мы используем 2 ракетки, которые будут нам, соответственно, показывать стопы нашего противника. Итак, одна ножка, вторая. То есть, по сути говоря, наш соперник стоит в правосторонней стойке. Вот таким вот образом. Вот. Теперь смотрите сюда. Здесь есть 2 возможных нюанса. В клинч можем входить мы, в клинч может войти наш соперник. Суть остается прежняя. Мы становимся в закрытую стойку, когда у нас моя правая нога становится напротив правой ноги моего партнера. Из этого положения, если я попробую сделать то, что мы делали на предыдущем занятии, то есть я попробую сделать с этой ноги разворот в ту сторону, уйду сюда и отсюда попробую ударить скорпион, у меня это может не получиться. Почему? Потому что я продолжаю вращаться вокруг моего партнера. Когда человек стоит в открытой стойке, звучит красиво. Одна нога впереди, вторая нога впереди, грудь повернута вперед. На практике это всегда означает то, что моя грудь чуть-чуть развернута в сторону к задней ноге. И я стою не ровно, я стою с небольшим поворотом. И когда мой противник попытается обойти меня здесь таким поворотом, как мы делали, то этот поворот придется делать не на 90 градусов, а почти на 180, чтобы зайти вот отсюда. Соответственно, это намного сложнее. Гораздо проще зайти в эту сторону. Почему? Потому что в эту сторону корпус у партнера на переднюю ногу поворачивается намного меньше. И вероятность перекрыть мне удар намного ниже. Поэтому из закрытой стойки мне нужно двигаться не в сторону задней ноги, а в сторону передней ноги. Вот сюда. Но сделать этот поворот, так как мы делали, например, с задней ноги вот так. Ну, во-первых, это неудобно. Во-вторых, даже если я так сделаю, у меня скорпион не зайдет. Почему? Потому что очень сильный разворот, скорее всего, будут эти гориочаги по очень большой траектории. И ничего хорошего из этого не получится. Мне нужно как-то очень быстро поменять стойку. И стойка это меняется прыжком. То есть, я стою. В данном случае не имеет значения, или я зашел, например, с долиочаги, или соперник зашел в меня, я принял удар, и мы оказались в клинче. Мне нужно двигаться на переднюю ногу моего соперника. Значит, смотрите, что происходит. Я делаю толчок с 2 ног, подпрыгиваю кверху и резко меняю стоечку, двигаясь вокруг его передней ноги. Я постараюсь показать медленно, но простите, крылышек нет, я летать не умею. Получается раз, и теперь разворот. Раз.
Я одним движением оказываюсь сбоку от моего партнера. И отсюда я спокойно могу докинуть скорпион. Но здесь есть два нюанса. Нюанс первый, тот, о котором мы говорили на предыдущем занятии. Кстати, если вы не смотрели предыдущие занятия, я настоятельно советую перейти по ссылке в подсказках и просмотреть 3 занятия по скорпиону. Базовое выполнение, выполнение в атаке и выполнение работы из клинча. Значит, теперь смотрите. Нюанс первый. Противник на меня давит. Мне нужно освободить себе пространство для работы. Мне нужно снять это давление. И это мы делаем с помощью короткого импульса, которым мы отталкиваем соперника. То есть мы стали, идет движение. Это должен быть именно импульс, легкий короткий толчок, а не постоянное давление. Почему? Потому что это давление будет меня вызывать контрдействие. То есть я давлю на противника, противник давит на меня, мы уперлись как два барана друг в друга, и соответственно у меня ничего не получается. Мне нужно создать короткий импульс, резкий и сильный, для того, чтобы оттолкнуть моего соперника. Хороший вопрос мне задали недавно, как этот импульс создать. Вот здесь мы возвращаемся на белый пояс и вспоминаем стоечки, которые у нас есть. Первая стойка, с которой мы сталкиваемся, эта стойка называется ап-куби-соги. Это не первая стойка, но это одна из главных стоек. Мы упираемся в заднюю ногу, садимся на нее. И толчок вперед мы делаем не за счет наклона корпуса, а за счет толчка тазом, используя импульс земли. То есть я стал на землю, согнул ногу, я сел в эту ногу, использую свои мышцы в качестве пружины. Теперь этой пружиной я отталкиваюсь от земли и движением таза вперед. Для тех, кто не знал, таз – это центр нашей тяжести. То есть я, выталкиваясь ногой и создавая толчок тазом, усиливаю его движением рук. И за счет этого я создаю импульс. Не за счет давления верхней части корпуса. Работа идет от земли. То же самое, когда мы разбирали с вами спарринговые чаруги. Когда мы говорили, идет толчок от земли, идет нога, бедро, плечо. Та же самая технология. Я стал, нога, бедро, плечо. Вот таким образом создается импульс. Только вот это движение вам нужно сделать за долю секунды. Не так, как в танцах волна делается, медленно и красиво. А вам это нужно сделать в мгновение ока. То есть вот вы стали, идет движение. От земли. Опять-таки вы создали этот импульс. И от земли у вас пошел импульс противника. Раз. Вы его толкнули. Теперь в этот момент, когда противник отклонился назад, и до того, как он вернется обратно, это будет доля секунды. Вот этот момент вам нужно использовать для прыжка. Для того, чтобы в тот момент, когда противник будет идти назад на вас, вы уже находились сбоку от него. Чтобы он проваливался сюда. То есть вот мы стали, мы делаем движение. Раз, и в этот момент прыгаем. Это первый нюанс, который связан с прыжком. Второй нюанс, который связан с прыжком. Мы бьем ногой. Следовательно, для того, чтобы мне ударить скорпион, возможно, для кого-то это будет открытие, но нога, которая наносится удар, не должна иметь веса. На ней вы не должны стоять. Что это значит? Смотрите, если я стану в широкую стойку, чтобы это было понятнее. Вот, я стою в стойке. Для того, чтобы мне ударить этой ногой, мне нужно снять с нее вес. То есть вот я стою, вот. Чтобы этой ногой ударить, мне нужно перенести вес на эту ногу, собрать ноги и теперь отсюда атаковать. То же самое произойдет здесь. Если вы прыгнете сразу на две ноги, смотрите, что будет происходить. Вам сначала придется встать на ударную ногу, потом снять вес с ударной ноги, собрать ноги и только после этого нанести удар. Если вы так начнете работать, вы просто не успеете нанести атаку. Провести атаку. У вас это просто не получится. Поэтому во время разворота вам нужно стать так, чтобы вы сразу 100% своего веса
поставили на вашу опорную ногу. Ударная нога веса иметь не должна. Ну, может быть там 10-15%, чтобы просто поддержать равновесие. Но ни в коем случае вы не должны распределить вес 50 на 50. 50% на этой ноге, 50% на этой ноге. Если вы так сделаете, у вас не получится в дальнейшем развивать атаку. Еще раз, вы стали, вы создали импульс, у вас все получилось. И в тот момент, когда на вас движется соперник, вы должны прыгнуть так, чтобы ваш вес оказался фактически полностью на ближней к сопернику ноге. Эта нога веса иметь не должна, и тогда она сможет работать. Еще раз, мы вошли, или соперник в нас вошел, мы создаем импульс отсюда, и в тот момент, когда соперник двигается на нас, мы одним движением уходим в сторону. Таким образом, чтобы как можно больше веса осталось на нашей опорной ноге. Вот, нога свободно поднимается, и теперь отсюда я могу продолжать атаку. Если я прыгну и при этом расставлю ноги или уйду чем подальше, перенесу вес вот сюда. Соответственно, теперь мне нужно собирать ногу, подбирать сюда, наносить атаку, соперник за это время уйдет. Еще один маленький совет вам, в принципе, это касается большинства техники, которую нам нужно выполнить в динамической работе. Если мы хотим добиться скорости, у вас ноги должны быть как можно ближе к центру вашей тяжести. То есть, если вы хотите быстро атаковать, сделайте так, чтобы у вас ноги были рядышком. Вот так, под вами. Отсюда вы можете очень быстро работать ногами. Если вы ноги начинаете расставлять, перенос центра тяжести с одной ноги на другую занимает время, и это не позволяет вам развить динамическую скоростную работу. Поэтому, когда вы делаете этот уход, после разворота постарайтесь развернуться так, чтобы вы не только стояли на нужной вам ноге, но и чтобы ваши ноги были собраны как можно ближе. То есть ваш разворот должен выглядеть так, а не так. С этого положения вы потеряете время, пока будете собирать ноги в кучу. Вот. Ну и после этого мы, конечно же, не забываем, что после того, как вы нанесли скорпион, вам нужно вернуться в стоечку и приготовиться к дальнейшей работе. Это должно быть или защита, или атака. Ни в коем случае не поворачиваемся к вашему сопернику спиной. Даже если по какой-то причине у вас получилась такая ситуация, когда вам пришлось повернуться спиной к сопернику, не становитесь вот так. Станьте в ап-кубе соги и развернитесь в сторону соперника. Вы закрыты. И из этой стойки вы нормально можете работать. Да, немножко сложно будет собрать ноги в кучу, но вот это положение, вы закрыты, и вы спокойно видите вашего соперника, вы можете работать. То есть, если вы отсюда ударили раз, и вы начинаете падать от удара, например, в эту сторону, развернитесь вот таким образом. Не нужно становиться спиной к сопернику. Никогда. Хорошо, на сегодня вроде бы все. Если я ничего не забыл. Ну, разве что я забыл еще упомянуть одну такую важную штуку, что мы об этом говорили на предыдущих занятиях, но все-таки повторюсь. Любые действия из клинча нужно проводить или в тот момент, когда вы только вошли в клинч, или в тот момент, когда только вы видите, что соперник пытается войти. Как это выглядит? Если здесь, например, моя работа идет в атаке, то есть я атакую, значит, это должно выглядеть следующим образом. Раз, два и сразу прыжок. Мне не нужно стоять и толкаться с соперником. Я ударил, толкнул, и пока соперник только пытается понять, что произошло, в этот момент я ухожу и атакую. Если соперник атакует меня, то, соответственно, я принял удар или так, и мне прыгать надо в тот момент, когда его нога только становится на землю. Не в тот момент, когда он уже лег на меня всем своим телом, и для того, чтобы создать этот импульс, мне его вес надо поднять, стабилизироваться как-то самому, потому что меня только что качнуло, и после этого сделать толчок. Нет. То есть он меня ударил, раз я принял удар, и пока он становится ногой на землю, я в этот момент ухожу и наношу атаку.
То есть вот это важный момент. Точно так же, как и с освобождением от захвата, мы работаем или в момент захвата, или сразу после него. То же самое здесь. Мы работаем или в момент нанесения удара, или сразу после того, как этот удар был нанесен. Если вы стали в клинч и вы начинаете бодаться, ну как бы тоже можно, но это уже на порядок усложняет вам работу. Хорошо. На сегодня все. Подводя итоги. Удар вы знаете, мы его уже отрабатывали, надеюсь, вы его смогли отработать до нужной кондиции, чтобы его можно было применять. Важно толчок вашего соперника, чтобы разгрузить вас от его веса. Важен прыжок с двух ног, то есть мы толкаемся двумя ногами и после этого вращаемся. Важно, мы не делаем вот таких вот движений. Или что-то на то похоже. Ну, похоже, я зацепил микрофон, но не важно. Значит, прыжок должен быть с двух ног. Третье. После прыжка мы должны стоять, собрать ноги как можно ближе под свой центр тяжести и стоять на опорной ноге. Ударная нога веса иметь не должна. Ну, если имеет, то 10%, которые мы можем очень быстро снять. Не расставляйте ноги и не загружайте ту ногу, которой будете бить. Иначе у вас ничего не получится. Это у нас третье было, четвертое или пятое, я уже не помню. Что важно, мы уходим в стоечку. Раз, после удара. Если получилось так, что нам все-таки придется стать спиной, например, мы нанесли удар, раз, потеряли равновесие и мы падаем, да? Вот, раз. В этом случае мы становимся в ап-кубисоги, разворачиваемся к сопернику, закрываемся рукой, голову поворачиваем на цель, и отсюда мы в принципе можем работать. Хотя бы, чтобы как-то прикрыться. Ни в коем случае, чего бы вам это ни стоило, не становитесь вот так. Если вы падаете так, хотя бы сделайте еще один шаг и уйдите в сторону. Ни в коем случае не останавливаемся спиной к сопернику. Хорошо, вот вроде бы все. На сегодня наше занятие закончено. Надеюсь, что вам оно было полезно и интересно. Отрабатываем эти удары. Готовимся к соревнованиям, к предстоящим спортивным достижениям, тренируемся. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, оставляйте свои лайки, дизлайки, пишите комментарии. Вот, я всегда рад пообщаться со своими подписчиками. Вот, и до следующих встреч!